Канал «Автозакордон» зимой и летом отправляется в Средневековье. Нет, ваши гиды Татьяна Андреева И Константин Красовский не изобрели машину времени. Попасть прямиком в Средние века можно в Словакии, в городе Ливоча. даже дорожный указатель Ливочи коричневого цвета. Это означает, что это не просто город, а город-музей. Давайте посмотрим, что же скрывается за городскими стенами. Хотя на гербе города изображены два льва со словацким крестом, название города происходит от речки Ливоча, названной так, потому что она была левым притоком реки Горнат. Но не надо путать Ливочу с другим словацким городом Льовице, который расположен юго-западнее. Эта территория в XI веке была завоевана венграми, о чем мы рассказали в фильме о Митре. В XIII веке, после монголо-татарского нашествия, король Бела IV пригласил на опустошенные земли немецких колонистов. Город стал столицей так называемых карпатских немцев под именем Леутшау. За свою историю написание названия города менялось много раз. В Википедии приведено 18 вариантов написания названия на латинице. Оборонительные стены были построены в XIV веке. Они имели 2,5 километра в длину, опоясывали весь город и были окружены рвом шириной 15 метров, который мог быть заполнен водой из реки. До наших дней сохранилось 80% стен и 6 из 15 башен. Одна из этих башен называется Купеческая. А за пределами крепости современные дороги и жилые кварталы города. Мы попадаем в средневековую часть Ливочи через Кошицкие ворота. Они были построены в XIV веке в виде прямоугольного трехэтажного здания с шатровой крышей. Первоначально башня имела подъемный мост через ров. Тогда ворота открывались каждый день на рассвете и закрывались за час до заката. Под дорожным знаком, запрещающим въезд тракторам, грузовикам и всем остальным, читаем, что до правней обслуги въезд поволенный. И все становится понятно, что въезжать можно тем, кто здесь работает и обслуживает этот город-музей. Сразу за Кошицкими воротами расположен так называемый новый костел миноритов. Минориты, то есть меньшие братья или францисканцы, это католический монашеский орден, основанный святым Франциском Ассизским с целью проповеди аскетизма. Этот храм возведен на том месте, где находилась церковь XI века, но она сгорела и была снесена. В середине XVIII века здесь был построен нынешний монастырский комплекс костела Святого Духа. Он является одним из немногих так хорошо сохранившихся барочных храмов в Словакии. Дальше попадаем на главную площадь города, которая называется Площадь Мастера Павла. Это имя резчика по дереву, который жил в этом городе. В центре ее собор Святого Якуба, вторая по величине готическая церковь в Словакии, после собора Святой Эльжбеты в Кошице. В храме находится 18 готических, ренессансных и барочных алтарей. Главный алтарь является самым высоким, почти 19 метров, готическим алтарем в мире. Он был создан мастером Павлом, жившим в Ливоче в начале XVI века. В середине главного алтаря находится статуя Богородицы. Также на алтаре есть изображение Тайной вечери. Алтарь ремонтировался 4 раза, последний раз в 1950-х годах, когда ему угрожали короеды. В 1474 году король Матиаш Корвин посетил Ливочу, и для него было построено южное крыльцо с часовней. Храм благополучно пережил 2 городских пожара в XVI веке. В XVI-XVII веках Ливоча была центром протестантов в Словакии, и они тогда правили всеми городскими церквями. Но реформация не нанесла ущерба внутреннему пространству этого собора. В начале контрреформации храм совместно использовался 2 конфессиями, а с 1710 года только католиками. Переход храмов от католиков к протестантам и обратно происходил во многих городах Европы, таких как Торун, Любек и другие.
В 2015 году Папа Франциск присвоил собору Святого Якуба титул Малой Базилики. На южной стороне площади размещается церковь евангелическо-аугсбургской конфессии. Это здание было построено для протестантов в 1837 году. Храм возведен в форме греческого креста и увенчан куполом на восьмиугольном барабане. В конце XIX века немцы составляли треть населения города, но постепенно их доля уменьшалась. В 1945 году немцев лишили чехословацкого гражданства. Большинство из них было депортировано в Австрию или Германию. Сейчас 87% жителей Ливочи – это словаки. Ратуша была построена в готическом стиле в 15 веке, но в 1550 году сгорела. После этого здание было перестроено в ренессансном стиле и в целом сохранилось до ныне. Называется это здание Левочская радница. Все очень понятно, например, для жителей соседней страны Украины. Ратуша соединена с башней, которая была построена в 17 веке и служила городской звонницей. Сейчас часть здания занимает музей. Клетка позора использовалась с 16 столетия для наказания правонарушителей. Статуя Милосердия рядом с ратушей изображает женщину, дающую кусок хлеба ребенку. Статуя вместе с фонтаном была сделана на деньги торговца Густава Германа. Напротив расположена гостиница и ресторан «У Льва», где мы и поужинали. Справа еще одна гостиница «Аркада». Это здание построено в XIV веке и много раз перестраивалось. В XVII веке здесь была типография Брюера, одна из крупнейших в Венгрии того времени. Слева дом Турзонов, единственное здание в Ливочи с сохранившимся чердаком эпохи Возрождения. Изначально здесь стояли два дома, которые были превращены в одно здание, состоящее из двух частей – левой – трехэтажной и трехосной, и правой – двухэтажной и четырехосной. Обе части, окрашенные в цвет охры, имеют фасады, увенчанные ажурными балюстрадами. На площади стоит памятник Людовиту Штуру, идеологу словацкого национального возрождения в XIX столетии, автору стандарта словацкого языка. После отстранения Штура от должности профессора в Братиславском лицее, его ученики переехали в лицей в Ливочи. Статуя Штура стоит на площади с 1949 года, а раньше там был другой памятник. Внутри стен старого города находится школа, основанная в 15 веке с обучением на латыни. В 19 веке гимназия стала венгерской. В 1912 году было построено новое здание в стиле Ар-Нуво. Оно занесено в главный список памятников Словакии. С 1988 года она называется Грамматическая школа имени Яна Франциси Римавского. Это соратник Штура, собиратель словацкого фольклора, который учился и преподавал в Ливочи. Недавно была проведена реконструкция здания. Заменены крыша и все окна. Рядом со школой исторический храм святого Владислава, который также называется Старый костел миноритов или гимназический костел. Первое название происходит из-за того, что там был храм уже не существующего монастыря миноритов. Второе название относится к периоду, когда храм служил костелом гимназии. Кирпичная церковь без башен, построенная в готическом стиле, возведена вместе с монастырем в XIV веке. Это одна из крупнейших готических церквей в Словакии. Неф церкви был перестроен в 1671 году в стиле барокко, но большинство деталей готической каменной кладки сохранились. В средние века Ливоча располагалась на торговом пути между Венгрией и Польшей, поэтому эти ворота 15 века названы польские. Но они никогда не служили в качестве въездных ворот в город, а были фактически одной из башен. Несмотря на то, что Ливоча функционирует как музей, здесь живут люди, и их дома приветливо украшены цветами. Вдалеке, на так называемой Марианской горе, виднеется базилика Посещения Девы Марии. Этот храм мы видим с разных точек в городе. Считается, что это место использовалось в качестве убежища горожанами Ливочи во время нашествия татар. В
храме размещена статуя Девы Марии XV века, которая является целью паломничества. Часовня многократно перестраивалась, но растущее число паломников, посещающих это место, требовало большего сооружения. Последняя реконструкция произошла в начале XX века, когда церковь приобрела свой нынешний облик. Папа Иоанн Павел II присвоил храму титул Малой Базилики в 1984 году. Он сам посетил это место 3 июля 1995 года. Тогда здесь собралось около 650 тысяч паломников. Мы покидаем Левочу через площадь Стефана Клуберта, которая расположена за Кошицкими воротами. Нас ждут Спишский град, Прешев и другие интересные города и страны. Приглашаем посмотреть наши фильмы о Банской Штявнице и Нитре. Подписывайтесь на канал «Автозакордон зимой и летом», ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. До встречи в следующем городе или стране.